Всем привет, меня зовут Даша, и я веду семейный бюджет по системе денежных конвертов. Моя семья состоит из 3 человек. Это я, мой муж и ребенок дошкольного возраста. А еще у нас есть домашние животные, кошка и очаровательный хомячок. Сегодня будем распределять деньги по конвертам, но сначала сыграем финансовую игру квест. На прошлом распределении мне выпало такое задание: купить акции в свой инвестиционный портфель, деньги взять из конверта инвестирования. Если не хватит, то добавить из конверта выручайка. Я акции купила, конверт инвестирования на данный момент у меня пуст. Какие акции я покупала, я пока показывать не буду, потому что инвестирование — это для меня новый инструмент, с которым я пока только учусь правильно и грамотно работать. А когда уже достигну каких-то результатов, тогда уже и буду показывать содержание своего портфеля. На данный момент я не уверена, правильно я выбрала ли акции для своего портфеля. Я только учусь, но в дальнейшем я обязательно поделюсь с вами своими успехами. А сейчас давайте откроем следующий конверт игры квеста. Так, какой же мне выбрать? Наверное, вот этот. Так, и сейчас я его достаточно ловко и быстро открою и узнаю, какое у меня будет задание на ближайшие 2 недели. Так, почти готово. Так, что же мне выпало? Сейчас все узнаем. Открыть 2 конверта с заданиями и выполнить оба задания к следующему распределению. Это задание от моего подписчика, от Дэми. Хорошо, тогда сейчас я открою 2 конверта. Это будет конверт вот этот и вот этот. Вот эти 2 конверта. И в статусе активных у меня окажутся 2 задания из этих конвертов. Ну что ж, давайте их откроем. Сейчас посмотрим, какое задание в первом конверте. Заработать к следующему распределению дополнительно 500 рублей. Отлично, я справлюсь. Я даже примерно знаю, где заработать. Скорее всего, это будут Авито-продажи, потому что именно этим инструментом я уже научилась пользоваться. То есть выставлять ненужные вещи на Авито и продавать их, тем самым получать небольшой дополнительный доход. Так, и следующее задание. На следующем распределении сверхплана положить в конверт 1000 рублей. Отлично. И в итоге получаем к следующему распределению я должна буду выполнить 2 этих задания. Дополнительный заработок, распределение в конверт спорт, сверхплана 1000 рублей. Оба задания у меня переходят в статус активных. Итак, приступим к распределению денег по конвертам. Сегодня на распределении небольшая сумма. Наличными 4600. Это те деньги, которые удалось заработать с помощью Авито-продаж. На Авито причем активно продавала как и я ненужные вещи, так и мой муж. Также пришлось взять небольшую сумму из резервного фонда. Это 11300 рублей. На данный момент мой муж рассматривает несколько вариантов по трудоустройству. И уже в ближайшее время он уже устроится. И в следующем месяце я думаю, что у нас будет стабильный постоянный доход. И вот такой ситуации, то что приходится лазить в резервный фонд, не возникнет. Так, вот эти деньги, то что на картах, я размещу сюда. И сейчас на подставку размещу вот эту небольшую сумму наличных. Тут 2 банкноты по 50 рублей, они нам сегодня все пригодятся. Банкнота номиналом 100 рублей. Так, вот ее место. 200-рублевые банкноты. Вот они, красавицы. Отправляются сюда. Так, и банкноты по 500 рублей. Так, сейчас я их аккуратненько составлю. Немножко перемешаны, но сейчас я их приведу в порядок. Отправляются тоже на подставку для денег. Распределение пройдет быстро, потому что будут заполняться лишь основные категории. На прошлом распределении конверты с обязательными платежами были все заполнены, поэтому я их дополнять не буду. То есть конверты коммунальные платежи, интернет, садик, кружки будет вноситься по 0 рублей, и баланс будет равен остатку. Заполняться будет лишь конверт продукты. У меня остаток 600 рублей, специально более экономно расходовала средства на приобретение продуктов для того, чтобы хватило денежных средств до следующего поступления. Здесь осталось 600 рублей, я хочу дополнить конверт на 9400 рублей.
Тем самым получится на балансе 10 тысяч рублей, и как раз этой суммы хватит на ближайшие 2 недели. Эти деньги у меня лежат на карте, выделено в табличке желтым. Так, 9400 рублей. 1, 2, 3, 4. И еще нужно добавить 600 рублей. Банкнота 500 рублей. И вот она, банкнота 100 рублей. Так, и эти деньги я отправлю в конверт накоплениями на приобретение продуктов питания. Я все-таки надеюсь, что мужу удастся устроиться на официальную работу и получится уже в следующем месяце получить стабильный официальный доход. Это будет просто замечательно. Так, вот продукты. И сюда я отправляю вот эту стопку банкнот. Дальше у меня пойдет конверт, это домашние питомцы. Здесь были траты, покупала корм для кошки. Осталось на балансе 200 рублей, я сюда дополню 100 рублей, на балансе будет 300 рублей. Как раз сумма на приобретение одной упаковки корма. Так, банкнота 100 рублей, банкнота 200 рублей. Хомячку пока корм покупать не нужно, у него там большая упаковка, он еще скушать не успел, у него все есть. Двигаемся дальше. Дальше у меня идут развлечения. На развлечения также осталось 850 рублей, никаких трат не было, но мы с ребенком сходили на бесплатное мероприятие. Мы посетили лекцию «Стрижи покорители неба». Там наши активисты по защите природы приносили маленьких стрижат, которых выкармливают, о которых они заботятся для того, чтобы в дальнейшем отпустить на свободу. Вот рассказывали о стрижах, как они живут в городе, как взаимодействуют с человеком, что нужно делать, если обнаружили маленького стрижика, который попал в беду. И потом разрешили всем детям посмотреть, поучаствовать в кормлении, также потрогать этих замечательных птиц. Ну а так, сейчас лето, много гуляем на свежем воздухе, посещаем разнообразные детские площадки, скучать не приходит. Дальше это идет конверт транспорт и бензин. Здесь осталось всего лишь 300 рублей, потому что муж у меня заправлял машину. И сюда я добавлю еще 1000 рублей и будет 1300. Это как раз хватит на одну заправку, то, что нужно на ближайшие 2 недели. Желтые эти денежки располагаются на карте. Вот он, нужный конверт, и 1000 рублей у меня отправляется в конверт на заправку автомобиля. Двигаемся дальше. По остальным конвертам на баланс я буду вносить по 0 рублей. У меня в конвертах были траты, например, быт. Я покупала большую канистру геля для стирки. Забота о себе. Я потратила денежные средства для того, чтобы купить несколько уходовых средств. Книги. Я купила себе книжку, которая у меня шла по плану. Она должна была мне обойтись 650 рублей, но мне удалось найти скидку на 50 рублей. И получилось то, что вместо 650 рублей книга мне обошлась в 600 рублей. Поэтому 50 рублей осталось на балансе. Эта книга «Накопительный эффект. От поступка к привычке, от привычки к выдающимся результатам». Автор Даррен Харди. Сейчас я себе отмечу, то, что эта книга, все, она у меня уже есть. И я обязательно приступлю к ее прочтению. Так, это у меня книга идет на июль месяц. Сейчас я вам ее обязательно покажу. Вот она выглядит вот так. Вот такая потрясающая. Идет обложка, то, что мне очень понравилось. Сама фактура, она идет объемная, к ней приятно прикасаться. И идет то, что по нарастающей 5%, 30, 50, 80 и пошли на старт. Бумага белая, книжка только что из типографии, очень приятно ее держать в руках. Еще читать я ее не начинала, потому что я только получила. И я еще не дочитала предыдущую свою книгу, которая у меня сейчас идет. Книга, которая по психологии от всего сердца, о том, как слушать, поддерживать, утешать и не растратить при этом себя. Автор Санд Элси. Я еще ее не до конца дочитала. Как только я ее закончу, я обязательно поступлю вот к этой замечательной книге о формированиях привычек. Двигаемся дальше. Дальше идет конверт «Выручайка». В этот раз он мне хорошо помог. На балансе здесь осталось всего 200 рублей. Была 1000. 500 рублей мне пришлось добавить на категорию ремонт. Это идут долгосрочные накопления, потому что нужно было производить небольшие ремонтные работы в туалете.
смотрите, у нас там потек шланг. И муж его менял, нужно было покупать новый шланг, лен для изоляции и еще там какие-то штуки по мелочи. И вот полностью конверт ремонт был опустошен, и пришлось еще добавить из выручайки. И еще 300 рублей я добавляла на категорию канцелярия, творчество и игрушки. Покупала небольшую игрушку для ребенка. Поэтому здесь 0. И в конверт выручайка я дополню на данном распределении 800 рублей, чтобы на балансе оставалось также 1000 рублей. Отмечено желтым. Эти денежки у меня лежат на карте. Так, где же она, моя выручайка? Вот. И сюда мне нужно дополнить 800 рублей для того, чтобы у меня получилось 1000. Так, остаток 200. Это у меня денежки на карте. Так, все правильно. 800 рублей отправляется в мой любимый замечательный конверт выручайка, который мне помогает компенсировать недостающие суммы по остальным конвертам. Он, кстати, является представителем резервного фонда. А в резервном фонде у меня не только выручайка. У меня там же находится конверт и подушка безопасности, благодаря которой я имею возможность на данном распределении распределить вот эту сумму по конвертам. Двигаемся дальше. Дальше это идут ежегодные накопления, страховка автомобиля и налоги. Здесь накопления продолжаются по установленной схеме. В конверт страховка автомобиля наличными я добавляю 750 рублей, а в конверт налоги я добавлю 850. Здесь разница на 100 рублей. Это для того, чтобы к дате уплаты в этих конвертах у меня накопилась нужная сумма. Вот, и у меня появилась еще такая вот небольшая вставка для того, чтобы можно было оценивать те результаты, которые по данным конвертам уже были достигнуты. То есть зафиксировать тот прогресс и тот результат, который мне удалось достигнуть. Так, в конверт страховка на автомобиле 750 и 850 рублей отправится в конверт налоги. 500, 200 и 50. Это получается 750 рублей. Отправляется в этот замечательный конверт, который все становится пухлее, пухлее и пухлее. Сейчас я себе отмечу. Вот еще один щит. И уже к осени я накоплю нужную сумму на оплату страховки автомобиля. Вот такая вот цель стоит перед этим замечательным конвертом. Так, готово. И на налоги мне нужно будет внести 850 рублей. Так, себе отмечу, то что денежные средства были внесены. Так, 850. И на балансе стоит 1700 рублей. Так, 500, еще 200, 100 и 50. Получается 850 рублей отправляется в конверт с накоплениями на уплату налогов. Вот он, еще один мешочек, уже заполнен. И к октябрю месяцу здесь будет нужная сумма. Это просто замечательно. Двигаемся дальше. У меня идут долгосрочные накопления. Конверт инвестирования. Здесь 0. Все деньги из этого конверта я внесла на свой брокерский счет. И уже с этого брокерского счета осуществила покупку акций для моего портфеля. Вот в июле у меня уже внесено 4000 рублей. Мой портфель становится все больше. Это замечательно. Дальше идет подушка безопасности. Здесь у меня наличными 4000 рублей. Как и было, эта сумма у меня сохраняется. Здесь я сделала вот такую небольшую ставку. Смысл в том, чтобы когда я буду накапливать по 10 тысяч в этом конверте, переводить их уже в электронный вид, вносить на вклад, на какой-то счет, для того, чтобы эти деньги собирали свой процент. И как только будет заполнено, я буду закрашивать одну подушечку и отмечать то, что вот у меня эта сумма уже внесена. И здесь я отмечу то, что вот из тех денег, которые у меня были в электронном виде, подушки безопасности, это которые я вносила на прошлом распределении, это премия мужа прошлой работы, я отсюда вот пишу то, что сегодня 19.07 минус 13 300 рублей. И получаем то, что на балансе будет 33 700 рублей. Пока вот эту сумму я не буду подушечки здесь закрашивать. Как только я буду знать то, что у нас будет стабильное поступление финансов в наш семейный бюджет, тогда уже вот 30 тысяч, то есть 3 подушечки, я смогу закрасить. Возвращаю это вкладыш на место. Так, в свой конвертик
А по остальным конвертам в долгосрочных накоплениях у меня будет внесено по 0 рублей. Но здесь у меня были траты, как я говорила ранее, то что из конверта ремонт, он полностью опустошен, здесь осталось 0 рублей, потому что нужно было производить ремонтные работы в туалете. Вот он, пустой этот конвертик. И из конверта добро было потрачено 100 рублей на доброе дело. Когда мы гуляли всей семьей, к нам подошел один мужчина и попросил у нас денег. Он сказал, что оказался в сложной ситуации, его обманули, и он вообще из другого города, по-моему, сказал из Челябинска. Ему нужны деньги для того, чтобы просто вернуться домой к семье. И его слова показались очень убедительными, поэтому мы с мужем решили ему помочь хотя бы небольшой суммой, и вот дали ему, добавили 100 рублей на билет. Так, двигаемся дальше. А дальше идет это конверт отпуск, на баланс сохраняется. Вношу 0 рублей. Подарки. Суммы были потрачены, подарки были куплены у меня уже для 2 именинников. И останется у меня один именинник, это в конце июля. Туда я хочу внести 2000 рублей. И на балансе у меня будет 3000 рублей. Там остаток был 1000 рублей, поэтому получился баланс 3000. И получается то, что здесь как раз будет сумма, необходимая мне для приобретения подарка. Это был конверт подарки. Все финансы были распределены по конвертам. А сейчас переходим к финансовой игре копилки и к обычным копилкам. Итак, финансовая игра копилка. Сегодня я выберу себе вот этот замечательный розовый конверт. Первым броском кубика узнаю, каким номиналом банкнота отправится в этот конверт. Итак, смотрим 400 рублей. Так, где они, мои банкноты? Так, 300 и 400. Все верно. 400 рублей отправляются в этот замечательный озорной розовый конверт. И сейчас я его запечатаю с помощью одной из моих наклеек. Посмотрим, что мне сегодня выбрать. Вот, я уже знаю, что я возьму. Я хочу взять такую вот интересную наклейку, на которой изображена вот такая вот ворона. Ворона в шестеренках. И с помощью нее я заклею конвертик с накоплениями. А на что идут эти накопления, я узнаю с помощью броска второго кубика. Так, готово. Ворона, отправляйся на свое место. Вот какая она. Шестеренки, ворона. Выглядит просто очаровательно. Второй бросок кубика. Цифра 6. И накопления в этом конверте пойдут на хобби. С помощью еще одной наклейки. Вот она. Со словами хобби. Я с этой стороны обозначу цель накоплений в данном розовом конверте. А накопления идут на хобби. Так, где мой пинцет? Готово. Заклеиваем. И отправляем этот конверт таким же очаровательным конвертом в эту небольшую коробочку. Вот он. А вот тут еще был один розовый. Так, какая же там картинка, я уже забыла. Ой, как интересно получилось. Здесь ворона, а здесь крылышко. Очень интересно совпало. Но потом, когда буду их открывать, будет мне даже любопытно посмотреть, какие наклейки я выбирала для каждой серии конвертов. А теперь переходим к обычным копилкам. Вот они, мои копилки. Посмотрим, сколько здесь осталось банкнот. Осталось здесь 2 банкноты. Одна банкнота номиналом 500 рублей и одна 100. Так, 100 рублей на отпуск и 500 рублей в эту копилку. Так, где же цифра 500? А, сделаю вот так. Зачеркну 200, 100, 100 и еще раз 100. И в итоге получится 500 рублей. И банкнота 500 рублей отправляется в первую копилку. И на отпуск банкнота номиналом 100 рублей. И вот как раз цифра 100 рублей. Готово. И эту банкноту отправляем в эту копилку. Давай, помещай.
Обращайся, я знаю, там много места. Все копилки были заполнены. Большое вам спасибо, что были со мной на данном распределении. Желаю вам всего хорошего, доброго, светлого, чтобы копилки ваши заполнялись, конверты в денежном органайзере становились все больше и пухлее, а также хорошего настроения и до встречи в следующих видео. Пока-пока!